Всем привет! В этом видео я покажу тебе, как быстро смоделировать 3D-печатную форму для литья на основе 3D-модели в формате STL. Но для начала, если ты еще не подписался на канал, то самое время это сделать. Обязательно оставляй комментарии, ставь лайки, ты очень поможешь мне в продвижении данного канала. Поехали дальше. В прошлых видео я занимался 3D-сканом, вот он, собственно, в первом варианте, первое видео, которое я снял по этой теме. Был вот такой 3D-скан, и я преобразовывал его в Solid Body. Получилась вот такая поверхность. Далее я преобразовывал, так отключу сейчас, получается, секционный анализ. Я получил вот такую поверхность, точнее это уже Solid Body, которая достаточно близко представляет из себя, ну, очень похож по очертаниям, по габаритам на вот 3D-скан. Его я буду разбирать уже в другой раз. В этот же раз я попробую показать только подход по созданию разъемной формы, так называемый mold по-английски. Сейчас давайте секционный анализ проведем. Так, нажмем ОК. Так, вот здесь все. Соответственно, что мы здесь наблюдаем? Здесь активно, скорее всего, да, вот эта еще часть. Есть верхняя часть, есть нижняя и вот такой-то объем, пустота внутри. Внутрь, как я полагаю, будет какой-то пластичный материал наполняться, либо заливаться, но вопрос не об этом. Конечно, стоит озадачиться по поводу извлечения, скажем, готового изделия из этой формы. То есть вот такой вот ласточкин хвост с одной стороны, со второй, да, в принципе, со всех четырех сторон, я считаю, неприемлемо. Но в целом, скажем так, показать общий принцип я покажу. Более того, я еще попробую разобрать это все вот на таком простом примере. То есть на такой вот истеричке. Итак, я разберу, соответственно, два варианта. Вот с этим имплантом и непосредственно вот с этим изделием. Но начну как раз с него. Здесь все достаточно просто. Он был создан симметрично у меня относительно оси, вот получается ZY. Что мне нужно сделать? Ну, я, соответственно, нахожусь... Так, Do Not Capture Design History сделаю, отключу. Что мне необходимо сделать? То есть, первое, я просто перехожу в Solid, создаю эскиз и просто делаю произвольный прямоугольник. Экструдирую его. Так, ставлю здесь симметрично. Нажимаю ОК, это новое тело появилось. Перехожу в Mesh. Выбираю Tessellate, выбираю данный объект и ОК. У меня получился вот такой вот mesh объект. Далее, что мне нужно сделать? Мне нужно его разрезать. Допустим, я могу сделать Plane Cut с помощью... Так, только нужно не сделать не Trim, а Split Body. И нажму ОК. Отключу видимость одной половинки, отключу видимость... Так, пока рано, но в целом уже в правильном направлении движемся. Так, он его разрезал, да, что не очень хорошо. Рано. Сначала нужно тогда сделать комбайн, скажем, объединить одно тело, один mesh объект со вторым. Здесь поставить операцию Cut, поставим Keep Tool и нажму ОК. Подождем, пока полосочка пробежит здесь. Так, операция выполнилась, как будто бы ничего не произошло. Давайте вызовем секционный анализ. Вот, обратим внимание. Так, отключу видимость этого объекта. И видим, что я его отключил. А этот mesh относится уже непосредственно к этому кубику. Так, отключу секционный анализ. Собственно, мне всего лишь в данном случае остается применить инструмент Plane Cut. Вот по этой плоскости. Здесь с настроечкой Split Body. Так, нажмем ОК. Здесь все пусто. Значит, Ctrl-Z. Так, повторю все это безобразие. Так, плоскость. Только не Split Body, значит, да, Split Body. И здесь нужно поставить, например, Uniform. Нажмем ОК. У меня появилось здесь два меша. То есть, по сути, произошло разрезание его и автоматическое заполнение. Соответственно, у меня есть половинка вот такая вот, такого сердечка или сустава, допустим, не знаю.
И вторая. Здесь очень просто данный вариант рассматривать. Почему? Потому что как бы он симметричный по этой оси, он симметричный по этой. Да и в принципе во всех осях он симметричный. То есть поэтому вопрос с выбором вот этой секущей плоскости он не стоит. То есть нормально будет извлекаться данный объем из вот этой вот формы. Единственное, что здесь останется добавить, скажем, в каком-то эскизе, добавить таких вот цилиндриков, допустим. Допустим, конечно. Так, окей. Соответственно, мы их тестируем, преобразуем в треугольники. Ну и, соответственно, что останется? Допустим, к этой половинке мы добавим этот цилиндр, а потом вот из этой половинки этот цилиндр мы вычтем. Ну, конечно, можно его еще увеличить с небольшим офсетом, и тогда будет такая разъемная форма с крепежами, которая не позволит, скажем так, этой форме разъехаться. Можно, конечно, добавить какое-то отверстие для литья, все точно так же с помощью инструмента Combine. Соответственно, выбираем Combine, выбираем два объекта, Join, так, галочку снимем здесь, Keep Tool, нам этот цилиндр больше не нужен, и нажмем ОК. Прошло совсем немножко времени, и, собственно, вот мы видим, что теперь это один объем. Соответственно, если мы вычтем из этого тела вот это и сохраним вот это, то здесь появится ответная часть цилиндрическая, такая уходящая вовнутрь. В данном случае, в принципе, я считаю, что все понятно. Перейдем вот к этому случаю, когда у нас вот такая вот деталька. Так, верну видимость импланта, отключу вот это все, отключу, значит, анализ. Итак, что мы здесь, по сути, можем сделать? У нас уже есть mesh-объект. Мы можем точно так же создать объем, что, собственно, я сейчас и сделаю. Вот так как-то объем создам с помощью экструда. Так, допустим, на 30. Окей. Добавлю здесь, значит, opacity, например, на 70, чтобы это все можно было наблюдать. Сделаю move and copy и перемещу так пониже. Окей, замечательно. Если я, скажем так, булевой операции уберу один объем из другого, внутри у меня будет пустота, но вопрос, как сделать нормальный разрез, останется открытым. Поэтому я отключу пока этот объем, перейду в рабочее пространство форм и вызову инструмент Face. Поставлю здесь, значит, Simple, Object Snap обязательно. И просто, так, здесь переключу, чтобы быстрее перемещаться. И мне необходимо будет прокликать вот эти вот, скажем так, кромки. Почему? Потому что, допустим, не обязательно это сейчас... То есть, в принципе, данный подход можно применять для любой поверхности, для любого объема, как я считаю. Только немножко, возможно, разные построения будут этому предшествовать. Там можно как-нибудь цилиндр развернуть, там деформировать его с помощью эдита. Так, нажму ОК. Окей, хорошо. Так, отключу все вот это. Давайте сделаем интереснее. Я сделаю здесь Subdivide. Окей. Активирую видимость. Теперь включу, значит, Pool инструмент. Сделаем, значит, проекцию вертексов. Замечательно. И с помощью инструмента Move я знаю, что здесь толщина где-то около 4 мм. Так что, в принципе, на минус, допустим, 1,5 мм я все это могу опустить. Да? Соответственно, объект пропал из моего вида. Отключу все это. Так, двойным кликом выберу данный элемент. Выберу, значит, Edit Form. Перейду на вид сверху. У меня стоит здесь View Space. В принципе, можно любой поставить. Зажму клавишу Alt и отмасштабирую все это вот так наружу. Так, включу объем. Так, нажму ОК. Так, будет ошибочка или не будет ошибочки? Давайте посмотрим. Конверт. Да, он здесь дает какую-то ошибку. В принципе, почему-то. Так, Ctrl-Z отменю все это безобразие. Но в целом все уже хорошо. Попробую сейчас это конвертировать. Должно хорошо конвертироваться. Далее, что я сделаю? Extend. Так, перейду на вид сверху. И вот так вот я продлил эти границы за пределы объема вот этого кубика.
Так, единственное, что здесь, конечно, я выхожу за пределы рабочего объема, поэтому, наверное, стоит поступить немножко по-другому. Я возьму во вкладке Construct, найду Midplane, построю центральную плоскость и, допустим, просто вот здесь вот на этой плоскости построю окружность, которая будет больших размеров, чем вот этот вот прямоугольный объем. Finish Sketch, так, отключу видимость этого объема и сделаю лофт отсюда и вот до сюда. Так, можно попробовать сделать G1, например. Так, выйдем из-за предела объема. В принципе, мы не выходим за пределы данного объема. Замечательно. Окей. Так, отключу опять видимость объема. Так, это разные объекты, поэтому нужно их сшить. Окей. Так, теперь вернем видимость нашего импланта. Вот он. Так, пока что я не буду патчить вот это отверстие. Ну, я попробую два варианта, потому что Ctrl-C, Ctrl-V я скопирую туда же. Значит, во втором варианте я здесь сделаю патч, а здесь такой настроечкой, как G1. То есть, в принципе, благодаря вот этой кривизне, которую мы здесь настраивали и опустили вниз, он должен находиться внутри объема данного, просто внутри данного объема. Так, нажму ОК, сошью все это. Окей. Так, что мы имеем? Так, нам остается теперь взять. Так, для начала мы добавим толщины, значит, для вот этого, для этой поверхности, например, 0,2 пусть будет. Можно добавить там 0,01. Главное, чтобы какая-то толщина была. Так, здесь тыкен тоже 0,2 пусть будет. Хорошо, вот появилось два объекта, два тела. И теперь мы сделаем тесселяцию. Значит, триангулируем наш прямоугольник. Значит, триангулируем один объект и триангулируем второй. После триангуляции объект Solid Body исчезает из дерева построения и остается только Mesh объект. Так, отключу вот это вот. Так, вот это мне нужно, да. Итак, да, вот он. Для начала я просто возьму и с помощью инструмента Combine из вот этого тела, из вот этого Mesh объекта вычту вот этот Mesh объект, Cut. Поставлю здесь галочку Keep Tool и нажмем ОК. Немножко подождем. Итак, давайте посмотрим секционный анализ. Как мы видим, внутри у нас уже вот такой вот объем исчез. Так, что мы можем сделать дальше? Так, давайте отключу. Вот, отключил видимость импланта. И включаю, значит, у нас есть вариант первый, когда мы можем рассечь вот таким объектом. И когда можем рассечь вот таким объектом. Так, Combine. Раз, два. Окей. У меня, скажем так, на подготовке вот этот способ с разъединенной частью в центре, по-моему, не сработал. Поэтому я на всякий случай сделал два варианта. Второй вариант точно сработает. Первый же мы сейчас проверим. Так, прошло секунд 30. Отключу видимость вот этого объекта. Итак, что мы видим? Что здесь действительно появился разрез. То есть вот сейчас у меня сработал этот вариант. То есть что вот этот сработал бы точно, я говорю. Что вот главное, чтобы было перекрытие объемов. Так. Здесь мы наблюдаем такой разрез. В принципе, он присутствует по всему периметру. Вот так вот. Но в браузере мы видим, что это один объем. Поэтому мы переходим во вкладку Modify, находим здесь инструмент Separate и делаем Mesh Shells. Так, выбираем объект и нажимаем ОК. И смотрим. Так, отключу сейчас, значит, секционный анализ. И вот у нас одна поверхность. Один Mesh объект, и вот второй. В принципе, пожалуйста, разъемная такая какая-то матрица получилась. Так, повернуть этот объект для наглядности. Собственно, вот здесь сложный объем, достаточно сложная форма. Если сюда добавить еще вот таких вот элементов, скажем так, позиционирующих, то есть, ну, крепежных, наверное, больше,
то можно будет, в принципе, распечатать сразу на 3D принтере какую-то модельку и что-то на ней уже, скажем так, отлить. Конечно, способ он не идеальный, потому что все будет зависеть сильно от качества STL-ки. То есть, чем больше полигонов здесь будет, тем более высокое качество будет в финальной модели. Но опять-таки, это все будет гораздо дольше просчитываться. То есть, чем сложнее, тем дольше это все будет просчитываться. Ну, как-то вот так вот. В принципе, на этом я данное видео буду заканчивать. Если появились какие-то вопросы, оставляйте их под видео. Разберем их вместе. Желаю всем творческих успехов. До новых встреч.